Ну, вот у меня 85. Вода заберет все. Не верите мне, поверьте моим глазам. Что видно? Главное, чтобы слышно было, правильно? Осветительные приборы с собой таскать. Но мы сегодня не про технику будем говорить, как вы подумали. Тема сегодняшнего выпуска – стрит-фотография. Говорить о базе Базовые основы стрит-фотографии. вместе с Фойонычем. Волшебный посох, раз, чудо. Мы узнаем, что такое ПОВ, ФОВ, как решать проблемы с людьми, и есть ли там проблемы, Да. как банковская терминология помогает заниматься стрит-фотографией Зачем Фойоныч взял с собой огромный рюкзак? и прочее, прочее. Ну, если вы еще не подписались, я рекомендую вам сделать, потому что это позволит этому ролику продвигаться, и так люди узнают, кто такой Фойоныч. Так что, если вам интересно, мы отправляемся в центр города, Санкт-Петербурга. Еще добраться надо туда. А по просьбе моего опроса, который я делал и на канале, и в моем канале Telegram Фотоскоп, давайте определимся, что же такое сама по себе эта стрит-фотография. Понимаете, ключевым элементом здесь является человек. Если рассуждать таким образом, друзья, то может оказаться, что если человек есть в кадре, то, соответственно, это обязательно стрит-фотография. Переход или тоннель, ищешь человека, снимаешь, вот тебе и стрит-фотография. Что, я не прав, что ли? Это может быть даже пейзаж, это может быть документальная фотография, это может быть портрет. Фойоныч, ты все усложняешь. Но чем же все-таки она отличается? Почему ее называют уличной фотографией? Ну или, например, внутри помещения. Она не может быть уличной, что ли? Не может быть стрит-фотографией? Разумеется, фотография, в том числе и стрит, это в первую очередь свет. Поэтому ищем свет, ищем тень. Это первое правило. Для начала вам нужно определить, каким элементом ключевым является ваша история. А стрит-фотография – это, конечно же, история. Так же, как любая хорошая фотография. И это история силуэта человека в контакте с городом, в контакте с улицей, с дорогой, с деревом, со зданием, с паттернами и прочим, дает вам то, что позволяет выполнить вашу миссию, рассказать историю. Если же истории нет, если это просто обрывки каких-то объектов, сюжетов, оно вообще никак не интересно. Поэтому вам нужно обязательно или придумать историю, реализовать, или найти ее, что тоже реально. И прочие Брессоны и Петросяны. История может выглядеть незамысловато. Вот, например, ребята остановились, у них сломались машины, они прикуривают. Можно было сделать стрит? Да, можно, конечно. Для этого надо хотя бы иметь телефон. Если у вас есть телефон, вы уже сможете сделать историю. Значит, нифига ты не шаришь в стрит-фотографии, и вообще ты лошара. Тебе надо поучиться у известных фотографов. Вообще понятие ФОВ имеет непосредственно своим источником начала игры компьютерные. Это некий угол. Фов. Это Фавион. Или Фавионыч. Или ракурс, который и в стрит-фотографии тоже имеет ключевое значение. Почему? Потому что именно он, ракурс, создает историю и ваши взаимоотношения с тем, что вы видите. Некоторые вообще считают, что фотография это боль. Любят люди притягивать к себе боль, наверное. Это некое окно, можно сказать, в тот мир, который вы пытаетесь передать. Тут до тебя все сказали уже давно-давно. Ходишь уже в одних и тех же местах. Ну и следующим параметром является, как вы догадались, ПОВ. Пов – это фамилия, имя, отчество. Point of view. Ведь именно точка point of view, место, откуда вы снимаете, создает конструкцию, можно сказать, самой фотографии или композицию. По-моему, ты слишком усложняешь, Фойоныч. Так, например, я сейчас приближаюсь к месту, которое я уже записывал по стрит-фотографии, но я иду с той стороны, с неправильной стороны, потому что самый интересный ракурс как раз находится с того места, где я нахожусь. Это неверно выбранная точка, point of view, неверно выбран
FOV ракурс приводит к тому, что никакой стрит-фотографии здесь и не видно как таковой. Но стоит перейти на другую сторону, Которого? вот видите, еще машина отъехала. Вот это место, друзья, видите? И свет, и ракурс, и точка съемки. Не хватает только чего? Не хватает силуэта фигуры, о которой мы сегодня будем с вами говорить. Но вообще особенность съемки стрит-фотографии заключается в том, что вы непосредственно входите в зону свободы человека. Хотите ли вы это или нет, но это так. Все само делается. Поэтому я знаю массу фотографов, которые занимаются стрит-фотографией, не осознавая, что они делают. Просто снимаешь людей на улице. Вот тебе и стрит-фотография. И, соответственно, получают или конфликты, или какие-то недопонимания. Как с этим разбираться, мы сейчас как раз выясним. Поскольку человек – существо социальное, и отношения между людьми стоят во главу угла, в том числе и стрит-фотографии, есть несколько способов, как этот вопрос решить. Все просто. Первый, самый простой способ, но он требует от вас контактности, нормального отношения к людям, Да. человеческого. Вы можете попросить человека, можно ли фотографировать вас. Или я, например, нашел удивительный ракурс, или вы так прекрасны, что я не смог вас не фотографировать. Если человек скажет «да», пожалуйста, в основном, если вы располагаете хорошим настроением, в хорошем духе, выбираете людей, которые вам близки по духу и по энергетике, то все получается. Если же вы сталкиваетесь с непониманием, с негативом, с таким вообще плохим отношением к жизни, не нужно. Я тоже встречаю на своем пути таких людей и делаю даже интересные кадры. Не хочу их потом публиковать, потому что если человек не хочет, ну зачем? Зачем я буду настаивать? Я не ожидал от тебя такого. Следующие приемы позволят вам решить этот вопрос без согласия самих людей. Я имею в виду случай, когда можно использовать банковский термин «размытие». Но не в том смысле, что у вас там из доли вы вытащили каких-то инвесторов, а в том плане, что вы действительно размываете человека, и его не видно, его невозможно идентифицировать. Даже если человек подаст в суд, никаким образом он не смог, даже сможет доказать, что конкретно на этой фотографии находитесь именно вы. Это ж просто, проще простого. Разумеется, современные способы идентификации положения и все прочее могут это сделать. Ну а кто говорил, что вам нужно X-хиф выкладывать? Ничего не надо делать. Вы выкладываете без X-хифа в закрытом варианте. Об этом я в своих роликах рассказываю, как это делать в том же самом фликере. Следующий прием – это не размытие, а силуэтная съемка. Когда вы создаете такой ракурс, такой угол и такую картинку, когда силуэт человека, нет лица, нет возможности как-то даже иногда определить какой-то пол, но то, что это человек, то, что это фигура человека, делает это стрит-фотография. Сам, ну что, не так, что ли? Не, ну можно, конечно, фою возвращаться, снимать не при солнечном свете, а снимать, искать специально лампы какие-нибудь внутри для стрита. Быстро передвигаться, говоришь? Тут эти дни не то, что быстро передвигаться. Я на счетчик посмотрел, у меня количество шагов в 2 раза больше, а расстояние меньше. Тут не пройти, не проехать было по тротуарам. В Питере аномалия. Аномалия. Что, не так? Что значит посох нашел? Что это такое вообще? Что это? Есть фотография. Какие еще объекты можно использовать в качестве фона или истории про людей из стрит-фотографии? Разумеется, деревья в городе тоже могут быть использованы в качестве элементов для стрит-фотографии. Но вообще истории могут быть разные. И, кстати, один из приемов стрит-фотографии скрытой – это вот такое положение телефона, когда вы несете его от бедра, снимаете, можно сказать, что скрытым методом. Единственное, что вы должны осознавать, все правила, которые я до этого сказал. Можно ли вообще это снимать? И будет ли это интересно людям? Какая-то история. В данном случае это тополя, которые обрезали ветки. Они торчат теперь, как видите, просто палки.
Разумеется, все это я говорю для того, чтобы вам никто не вставлял палки в колеса при съемке, чтобы вы знали правила игры, в которую играете, и чтобы эта игра была интересна не только для вас, как автора, но и для тех пользователей, которые смотрят ваши работы. Ну а где их можно посмотреть? Я рекомендую для начинающих площадку Flickr, где можно увидеть все азы фотографии и именитых мастеров. Ну а для тех, кого возникнут сложности, подпишитесь на наш канал Фотоскоп в Телеграме. Там это все в онлайне, там можно отвечать напрямую на вопросы. Ну и, разумеется, здесь, на этой площадке YouTube. Вне зависимости от того, друзья, где вы находитесь, в большом городе или в маленьком селе, стрит-фотографией можно заниматься практически любому человеку. Главное найти место, найти интересный сюжет. В первую очередь, конечно, это идея. После идеи все остальное. Ну и, разумеется, безопасность, потому что, например, спуститься по таким ступенькам вниз туда, чтобы уйти под лед, никто не захочет, в том числе и Фавионыч. Поэтому, кому интересны мои выпуски про обводный канал, мы сегодня именно здесь снимаем выпуск, смотрите мои ролики. Здесь бы не навернуться, сплошной каток, а то можно стать сразу предметом экспоната. Похож на Фавионыча, движется, аккуратно двигайтесь. Еще один тут. Фотограф в кадре, даже силуэт или тень, это стрит. Кстати, друзья, элементом стрита может быть все что угодно. Это могут быть столбы, деревья, мосты, различные артефакты или те же самые силуэты на дороге, которые природа делает. Все это имеющее отношение непосредственно к свету, имеет отношение к тому, что вы снимаете outdoor, но не является пейзажем, можно сказать, стритом. Поэтому не всегда наличие человека обозначает, что это стрит. Стрит может быть и без человека. В этом вы легко убедитесь, если посмотрите мой плейлист про стрит-фотографию. Заметьте, что выбор техники не самое главное. Самое главное – это идея съемки, ее реализация и что вы хотите сказать этому миру. Тогда все получится, и любой жанр сможете назвать стритом. Часто вы можете найти какой-то ракурс необычный, нестандартный, с помощью него сделать какой-то стрит. Это может быть на мостах, на дорожках и прочее, прочее. Поэтому не останавливайтесь никогда в поиске и экспериментах. Рано или поздно вы обретете свой стиль, если занимаетесь в том числе стрит-фотографией. Вы можете мне не поверить, друзья, но зачастую даже обычные лужи в необычном освещении могут создать некий арт, стрит-арт. Апофения. Помните мой выпуск? Посмотрите про это. Что значит восприятие человека, как оно меняется. И вообще, что это за термин, который применяется в том числе и в стрит-фотографии. Обычными ракурсами вы можете сделать стрит-фотографию, превратить ее даже в некий арт в обычных местах, где, казалось бы, ничего нет. Мы сейчас это с вами проделали как раз с самолетами, луной и статуей. Навык, который вам необходимо приобрести обязательно при стрит-фотографии, это умение быстро концентрироваться, делать настройки камеры заранее. Об этом я рассказывал в своих роликах, как подготовить камеру для того, чтобы получить результат, если вы снимаете быстро движущиеся объекты или хотите поймать какой-то момент. Разумеется, это все имеет отношение к навыкам, в первую очередь, и к вашим техникам, и к вашему скиллу, так называемому. Но об этом у меня множество роликов, поэтому увидимся. А с вами был Фавионыч. Надеюсь, еще не последний раз увидимся. И я жду от вас хороших фотографий. Вы можете показать их как во Flickr, так и в нашей ленте Фотоскоп в Телеграме.